Фаердап, привет! С вами Андрей Ахмедянов, и это еще один выпуск нашего Фаердап влога. И в этом эпизоде вы узнаете, что же все-таки важнее – деньги или связи в 2017 году. И эксперт из прошлого выпуска ответит на этот вопрос. Поэтому второй эпизод, поехали! Что об этом думает леди Праздник Елена Богданова? Пословицу мы знаем: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Да? И это работает на самом деле, потому что лично я в этом уверена, что все-таки важнее в бизнесе связи. Потому что свои помогают своим, всегда они тебе помогут, всегда тебя поднимут на тот уровень, выведут тебя, на который тебе нужно. Особенно нам, людям культуры, певцам, шоу-бизнеса, ведущим, это очень-очень важны связи. А если ты на правильном месте, то ты получаешь правильные деньги. Вот и весь мой ответ. Я считаю, что все-таки связи – это важнее. Почему же все-таки, возможно, деньги важнее в бизнесе? Если у вас нет денег, если вам нечего вкладываться, вы не сможете никогда развиться. Допустим, возьмем пример. Вы спортсмен. И для того, чтобы вам заниматься спортом интенсивно, вам нужно кушать, вам нужно питаться, вам нужно получать протеин, вам нужно получать энергию. Без этого питания вы не получите нужный результат. Также и в бизнесе. Если у вас нет минимальных вложений денег, как, например, в рекламу, как, например, закупка продукции или, например, нанятие работников, которым вы должны платить зарплату, вы не сможете делать минимальные функции. Вы сможете сами работать, вы можете сами стараться, но вы доведете свой бизнес до того, что вы устанете, у вас не будет сил, у вас не будет времени, вы ничего не будете успевать, и вы закроетесь и больше не будете им заниматься. А каково же мнение шеф Сергея на эту тему? Открывая новый бизнес сегодня, мы должны для себя решить, на какую ступень мы идем и на какой доход мы рассчитываем ежегодный. Если мы говорим о 100 тысяч долларов в год, о миллионе, о 2, о 5. Если мы покупаем бизнес как работу и у нас нету больших вложений, то, конечно же, мы рассчитываем на наши связи. На друга, у которого есть типография, который вам поможет вам сделать листовки, на друга, который вам поможет установить вашу кассу, на знакомого, который вам проведет электричество. Потому что если этого всего нету, это очень большие вложения в Канаде. Стоимость услуг – это очень завышенная на сегодняшний день. И мы рискуем, открывая новый бизнес, и мы говорим, если с нуля, то мы рискуем просто-напросто себя закопать в этих фактурах, не зная еще, что нас ждет, какой приток клиентов, какая прибыль, какой payroll и многое другое. То есть, если мы берем среднестатистический и средний бизнес, я бы сказал, что это связи, чем деньги. Второй ключ, по которому я хотел поговорить. Почему же все-таки связи, возможно, важнее в бизнесе? У вас есть минимальные вложения, у вас есть деньги, вы тратите, вы платите зарплату, вы пускаете деньги на рекламу, у вас есть продукция, но вы не знаете, куда идти. У вас нет опыта, у вас нет людей, которые могут вам посоветовать, что делать. У вас нет человека, который мог бы вас промотнуть, продвинуть вас вперед и, возможно, посоветовать новых клиентов. Поэтому в этом случае связи очень важны, потому что именно тот человек, который добился больших результатов, у кого есть уже то, чего вы хотите, вы сможете, обратившись к нему, узнать, что он прошел, как он это получил и сколько времени ему взяло. Давайте-ка узнаем, что об этом думает наш шоумен Дэнни Голденберг. У меня будет ответ, наверное, немножко неожиданный, но скорее всего... кстати, можно, да, нецензурно? Вот, главный ответ, что в данный момент в бизнесе в 2017 году главное – это голова и задница. Не связи, деньги. Деньги – это то, что ты можешь в крайнем случае пойти в банк, если у тебя есть хорошая программа, которую ты обмозгуешь, опять-таки, головой. Если ты сделаешь хороший бизнес-план, ты покажешь, как ты будешь развиваться, какой у тебя проект сейчас, projection, какие у тебя планы на будущее и так далее. Если это все будет грамотно сделано и реально сделано, у тебя есть бабки, ты, решил все вбухнуть в свою сферу, после чего остался без денег и без ничего, то деньги будут. Связи, если у тебя есть голова, если, как говорится, задница, которой ты будешь сидеть, изучать, подбирать вот все, что как,
куда, к каким людям направляться, к каким компаниям обращаться, где добывать то, где добывать все, у тебя будут связи. Связи – это то, что нарабатывается. Именно работы. Почему я говорю голова задница? Простой пример. Да? В школе есть индивидуумы, которые могут прийти, прогуливать весь семестр, прийти там на 2-3 последних занятия, прочитать всю книгу за день, пойти сдать экзамен, получить свой там A- или B+, ну там 4 с плюсом, 5 с минусом. До свидания. А бывают такие, вот я очень завидую азиатам в этом смысле, я их просто привожу в пример всегда своим ученикам. Они сидят, учат, сидят. Вот сидеть и учить. Вот это то, что главное в бизнесе. Если ты вот хорошо высидишь, хорошо выучишь, хорошо подготовишь, у тебя будут потом и связи, будут и деньги. Совсем с нулем, конечно, нельзя ни то, ни другое. То есть, если много денег, нету плана, если хорошие связи, нету плана, все в итоге, как говорят канадцы, упирается в план. У человека есть деньги, он хочет, не знаю, открыть магазин. Ему кажется, что, допустим, вот эти электронные сигареты, они хорошо идут, потому что этих магазинов сейчас на каждом шагу. Он не анализирует рынок, ничего, просто берет и вбахивает бабки. Какой шанс того, что он их просто не... Ну, что он просто не прогорит, потому что он не сделал ничего. То есть, да, деньги нужны. Обязательно, ребят, если вы полубанкроты, не ввязывайтесь в бизнес. Вы должны стоять на ногах, чтобы хоть что-то инвестировать. Инвестировать свои последние копейки – это самое плохое, что вы можете сделать. И есть третий пункт, о котором вы даже не догадывались. Это ваше мышление. У вас есть деньги, у вас есть связи, но вы не знаете, что с ними делать. Так происходит, что много бизнесов, занимающихся какой-то предпринимательской деятельностью, неудачники. Потому что они не знают, что они делают, они не знают, куда они идут, и они думают не как предприниматели. Поэтому самый первый пункт, если вы занимаетесь бизнесом, всегда знайте, что вы и чем вы занимаетесь, куда вы хотите прийти, какая ваша конечная цель и что именно вы хотите получить. Никогда не сдавайтесь, потому что если вы в голове своей настроите, я это не умею, а зачем мне выставлять это видео, а зачем мне делать этот пост, зачем мне пускать эту рекламу, и зачем мне связаться с этим человеком, вы уже автоматически неудачник, потому что в бизнесе нету «если». В бизнесе нужно все время что-то тестировать и пробовать новые вещи. А как же узнать, что тестировать? Вам нужно читать книги, вам нужно ходить на семинары, вам нужно общаться с успешными людьми, вам нужно встречаться с этими людьми, вам нужно как можно больше забивать в свою голову новой информации, которую вы не знаете, не понимаете, и вы сможете только узнать, если вы все это сделаете. И третий ключ, очень важный. Не думайте как работник, думайте как босс. Приходя домой, не думайте о том, мой день рабочий закончен, я заработал свои деньги, все, можно отдохнуть. Для бизнесмена нет такого времени. Вы 24 часа занимаетесь бизнесом. Вы спите, вы думаете о бизнесе. Вы просыпаетесь, вы думаете о бизнесе. И вы перестанете думать о бизнесе только тогда, когда у вас будет достаточно денег, чтобы идти на пенсию и не думать о бизнесе. Я уверен, даже в этом времени вы все равно будете о нем думать. Ваш бизнес – это ваша жизнь. Итак, наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели его. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям. Напишите в комментариях, кто больше вам понравился из наших 3 экспертов и чему именно вы от них научились. Поэтому спасибо, Ферда, пока!